Гладильная доска Сайрайли Тамара в эксплуатации 1 год. Я расскажу о ее достоинствах и недостатках, выявленных в процессе использования. Основное, от чего нужно отталкиваться при выборе гладильной доски, это непосредственная площадь для глажки. Вторым моментом, на который нужно упираться при выборе, это устойчивость самой доски. В данной модели ножки выполнены в виде таких цилиндров с пластмассовыми крышечками ребристыми. Далее я отмечу недостатки, которые свойственны не только этой модели гладильной доски Сайрайли Тамара, но и также ряду других гладильных досок по цене до $100 США. В описании гладильной доски на сайтах продавцов позиционируется, что вот этот чехол, он тефлоновый. Под чехлом имеется вот такой уплотнитель, валенок, ткань. И сама доска представляет собой цельный металлический лист с такой перфорацией, выкрашенная эмалью белого цвета. Причем если пользуетесь паровым утюгом, пар проникает сюда, и вот остаются капельки. Когда я читал отзывы про эту доску, почему рекомендации всякие, что брать именно цельную листовую доску, что она как бы устойчива к влажности и как бы от температуры не деформируется. Я скажу вам, это полная чушь. Если вы пользуетесь утюгом, вот слышите, по мере нагрева оно начинает так вот стрелять. Вот говорят, что гладильная доска из ДСП со временем при пользовании паровым утюгом начинают перекручивать. Ну, по моему мнению, так это то ли рекламный ход, а в конечном счете обман. Я 6 лет пользовался белорусской гладильной доской из ДСП. И 6 лет пользовался, и осталось, и люди до сих пор ей пользуются. И никаких симптомчиков. Ничего не перекручивает. Что не скажешь, вот, например, о белье фирмы Светанок, которая после каждой стирки все время выкручивает так вот по спирали какой-то. Одним из прибамбасов, я бы сказал, вот модели Тамара является вот такая вот решетчатая полочка для складывания белья. Ну, в процессе глажки. Ну, также можно ее использовать какое-то время для просушки, что-то повесить сюда, просушить. Полочку эту можно легко демонтировать таким вот ключом, и далее ее просто извлечь отсюда. Кроме того, с помощью вот такой вот системы фиксаторов можно изменять положение доски относительно пола, высоту, так сказать, от 60 до 90 сантиметров. Доска поставляется с такой полочкой для глажки рукавов, пластиковой, абсолютно бесполезная вещь. Полочка полностью пластиковая, имеется точно такой же уплотнитель и так называемый тефлоновый чехол.
Еще одним из недостатков, ну, данной доски, наверное, большинства досок, я считаю вот эту подставку для установки утюга. То есть наличие этих силиконовых квадратиков, резиночек, для того, чтобы как бы не потерять, не поцарапать подложку самого утюга, это не столько важно, потому что если утюг в процессе работы установлен на работу с паром, мы не можем вот так его установить, потому что он как бы будет извергать с подошвы пар. Мы можем устанавливать утюг только вот в таком вертикальном положении. Что не особо удобно, если она, вот видите, подложка с такими вот дырками, щелями. Я бы сделал просто ровную, гладкую поверхность, надежно прикрепленную к самой доске. Без щелей. Потому что при пользовании шнур западает в эту щель, цепляется. И в конце концов, ну, как бы разлохмачивается от долгого использования, потому что он трется вот об острые края. Вот обратите внимание, он все время будет шнур сюда заваливаться, вот. И рвется. Вот вы пользуетесь, поставили, сняли. Еще одним недостатком я считаю вот этот держатель для шнура утюга, который выполнен стандартный, он может так вот подниматься и фиксироваться. В заднем положении как бы доски, что очень неудобно, поскольку шнур при провисании все равно может запасть в эту щель. Я бы установил, при производстве, конечно, как-то надо отладить, но где-то вот в начале этой основы доски, и чтобы шнур как бы уже сюда никак не мог попасть. Что касаемо розетки и удлинителя всего этого шнура, то в принципе они стандартные, но достаточно надежные. Контакты за год не подгорели, и шнур как бы не обветшал, как и вилка. Как мы видим, и вилка, и розетка с заземлением. Розетка фиксируется на подставке для утюга с помощью двух саморезов. Полочка для утюга снизу приварена к основной доске гладильной. И какое-то смещение относительно доски уже невозможно. Учитывайте мои рекомендации при выборе гладильной доски. Спасибо за внимание.